Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о мочевой кислоте и таком очень неприятном заболевании, как подагра. Почему повышается мочевая кислота и развивается подагра? Как лечить подагру? И можно ли избавиться от этого заболевания раз и навсегда? Если после просмотра видео у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментарии. А также не забудьте подписаться на мой канал. Мочевая кислота – это не что иное, как продукт распада белка, то есть пуриновых кислот и пуриновых оснований под действием ферментов. К повышению мочевой кислоты приводит три процесса. Первый и самый главный – это нарушение выведения мочевой кислоты почками и через кишечник скалам. Второе – это избыточное образование мочевой кислоты. И третье – избыточное поступление мочевой кислоты с продуктами, богатыми пуринами, белковыми продуктами. Нарушение выведения мочевой кислоты часто связаны с генетически обусловленными процессами, на которые, к сожалению, мы повлиять не можем. Также это заболевания почек, гломерулонефрит, пиелонефрит, заболевания кишечника с нарушенной моторикой, запоры. Избыточное образование мочевой кислоты возникает при заболеваниях, которые характеризуются усиленным ростом и размножением клеток с последующей их смертью, апоптозом. Это псориаз, онкозаболевания, гематологические заболевания. Избыточное потребление пищи, богатой пуринами, это прежде всего субпродукты, такие как печень, почки, также красное мясо, рыба, грибы, бобовые, спаржа, то есть избыточное потребление белка. Есть прямая взаимосвязь между повышением уровня мочевой кислоты и употреблением алкоголя. Во-первых, алкоголь усиливает метаболизм пуринов, и они у печени быстро превращаются в мочевую кислоту. Во-вторых, алкоголь приводит к образованию молочной кислоты, которая нарушает выведение мочевой кислоты почками. Отдельно хочу сказать о пиве. Пиво содержит огромное количество пуринов, даже безалкогольное. Также об этом почему-то мало говорят. К повышению уровня мочевой кислоты часто приводит прием лекарственных препаратов от давления. Если открыть инструкцию к такому препарату, то можно узнать, что он приводит к развитию подагры или повышению мочевой кислоты, которая в дальнейшем и приведет к развитию подагры, или гиперурикемию. Это и есть повышение уровня мочевой кислоты. Поэтому, если вы пьете таблетки, в аннотации которых написаны эти слова, и у вас появились боли в суставах и сильные боли, вполне может быть, что эти боли спровоцированы подагрой на фоне приема этих препаратов. И еще одна очень важная причина повышения мочевой кислоты – это нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, сахарный диабет. Происходит это потому, что высокий инсулин нарушает пуриновый обмен. И именно поэтому при ожирении, сахарном диабете сопутствующей патологией является очень часто подагра. И последнее – это недостаточность воды. Не кофе, не чая, а именно воды. Я говорю об этом во многих своих видео. Как работа мочевыводящей системы, так и работа желудочно-кишечного тракта, то есть выведение мочевой кислоты, невозможно без адекватного водного режима. Очень важно пить адекватное количество жидкости. 25-30 мл на килограмм идеальной массы тела. То есть объем жидкости мы рассчитываем не на избыточный вес, не на вес 120 кг, а на нормальный физиологический вес для вашего организма. Посчитали вашу потребность в жидкости. Например, это 2 литра. Минимум половина этого объема должна быть чистая вода. Чем опасно повышение мочевой кислоты? А опасно тем, что кристаллы мочевой кислоты, которые похожи на иголочки, будут откладываться в суставах, в мягких тканях вокруг суставов и приведут к развитию подагры и диким невыносимым болям, которые возникают, как правило, ночью. Подагра может поражать не только суставы пальцев нижних конечностей.
Это могут быть кисти, локти, плечи, коленные суставы, тазобедренные суставы. Там, где есть артроз, подагра может усугублять, усиливать эту патологию. Также подагра поражает и почки, вызывая мочекаменную болезнь. При этом боли возникают в поясничном отделе, которые также часто бывают ночью, вплоть до почечной колики. В почках кристаллы мочевой кислоты откладываются тогда, когда pH мочи становится кислой. При pH 6 и ниже создаются хорошие условия для формирования камней из мочевой кислоты. Как отличить подагру от других заболеваний суставов? Классический приступ подагры протекает очень остро, то есть воспаляется какой-то сустав, и боль в нем возникает очень жуткая и острая. Днем боль может немного стихнуть, и такой приступ, как правило, длится 3-4 дня. Затем приступ проходит, и как будто ничего не было. Но иногда, особенно у женщин, заболевание протекает мягче, суставы болят постоянно, и у женщин часто воспаляются коленные суставы. И иногда бывает так, что человека долгое время лечат от какого-то другого заболевания, например, артроза. Назначают хондропротекторы, а результата нет. Чтобы такого не случалось, всем пациентам, у которых болят суставы, обязательно необходимо делать анализ крови на мочевую кислоту. Это золотой стандарт диагностики подагры. В норме уровень мочевой кислоты в крови должен составлять у женщин 200-300 ммоль на миллилитр, у мужчин 250-360 ммоль на миллилитр. Важно знать, что в момент острого приступа уровень мочевой кислоты в крови может показывать норму. Это связано с тем, что в момент обострения мочевая кислота из крови уходит в воспаленный сустав. Поэтому делать анализ крови на мочевую кислоту лучше не в период обострения. Для диагностики почечной подагры делают анализ мочи и смотрят, есть ли ураты и оксалаты. Если их большое количество, то здесь можно заподозрить наличие данного заболевания. Также назначают ультразвуковую диагностику почек. Как лечить подагру? Лечение подагры делится на два этапа. Первое – это снятие приступа боли, и второе – это лечение самого заболевания. Во время приступа эффективными являются нестероидные противовоспалительные препараты, например, ибупрофен, вольтарен, алфен. Такие препараты используются, как правило, 3-7 дней, то есть во время приступа и 2 дня после. Также для лечения приступа подагры есть препарат, который называется колхицин. Этот же препарат используется и для лечения подагры вне приступа. Препарат хороший, но, к сожалению, подходит не всем, так как часто вызывает диарею. Чем лечить подагру в межприступный период? Прежде всего, это диета, уменьшение продуктов, содержащих пурины, красное мясо, наваристые бульоны, солености, копчености, алкоголь, особенно пиво, красное вино, рыба, рыбные консервы. Из белка отдаем предпочтение более легким видам. Куриная грудка, индейка, кролик, кальмары. Обязательно вода, овощи, фрукты. То есть те продукты, которые не будут давать избытка пуриновых оснований. Если имеется избыточный вес, ожирение, инсулинорезистентность, то от этого необходимо постараться избавиться, так как высокий уровень инсулина тормозит выведение мочевой кислоты из организма, а чем больше поверхность тела при избыточном весе, тем больше организм вырабатывает мочевой кислоты. Для лечения подагры используется препарат, который блокирует синтез, образование мочевой кислоты – аллопуринол. Назначается аллопуринол длительно, год и более. Но при таком использовании аллопуринола у многих повышается уровень сахара крови и может развиться сахарный диабет второго типа. Поэтому все же лучше использовать аллопуринол курсами по 2-3 месяца, 2-3 раза в год, чтобы были перерывы. Если не помогает аллопуринол, то назначают препараты, которые усиливают выведение мочевой кислоты.
пробеницид или лизинурат. Также очень важно знать, что подагрически воспаленный сустав ни в коем случае нельзя греть. Здесь лучше подойдут холодовые компрессы или втирание мази с тем же диклофенаком. Подагра с точки зрения лечения – благодарное заболевание, которое хорошо поддается лечению. Если поддерживать уровень мочевой кислоты в крови меньше, чем 300 ммоль на миллилитр, то все изменения, возникающие при подагре, могут быть обратимы. Дорогие друзья, благодарю каждого, кто досмотрел до конца. Если видео было полезно, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем здоровья и хорошего настроения. До новых встреч!